В новом выпуске мы попробуем разобраться с особенностями подводной охоты на Днепре в Запорожье. Посмотрим здесь на летнее поведение рыбы, очень коротко узнаем о самом городе и обязательно попробуем вкуснейший балык из добытого сазана по новому рецепту. Первое, о чем вспоминаешь, когда едешь в Запорожье, это, конечно же, Днепрогэс. Она имеет внушительный вид, на 50 метров повысила уровень воды в Днепре и является самой старейшей плотиной на Днепровском каскаде. Также Запорожье известно своим национальным заповедником остров Хортица. Очень колоритный музей истории запорожского казачества. А еще всем известный автомобиль Запорожец тоже производили именно здесь. Но для подводной охоты Запорожье интересно по-своему. Прежде всего уникальными особенностями реки Днепр, как раз на отрезке ниже по течению от плотины. Посудите сами, если даже посмотреть на карту, мы увидим относительно маленький фрагмент реки, который напрямую примыкает к огромному Каховскому водохранилищу. Основные глубины здесь от 6 до 11 метров, а за счет близости к плотине всегда бывает сильное течение, которое промывает дно и делает его чистым и твердым. Все эти факторы обязательно должны привлекать рыбу. Прозрачность бывает разная, и рыба то есть, то ее нету. В общем, как обычно, нужно хорошо потрудиться, чтобы ее поймать. Я сейчас приехал в поселок Каневское. Это довольно распространенное такое запорожское место. Находится он практически на берегу Днепра. Ну что, погода классная, не буду терять времени. Сейчас быстро экипируюсь и начну поиск своего трофея. Пока поднимался на лодке, прямо вот здесь на глазах прыгнул карпик такой, килограмма 3-4. Так что первое место, с которого я начну, будет прямо здесь. С первого нырка выяснилось, что прозрачность сегодня не очень. Но рыба себя проявила, и даже в таких условиях я довольно быстро ее нашел. Первый выход нескольких сазанов и первый досадный промах. Обнырял еще несколько раз это место, но после выстрела у рыбы обычно пропадает интерес выходить. Поэтому нужно менять место. Попробовал рядом с удовым ходом. Там в яме совсем темно, но попадаются вот такие вот сомики. Какие-то сложные сегодня условия, вроде бы и видимость есть. Рыбы валом, я бы так сказал, но вся шныряет на пределе видимости и очень сложно подобрать к ней ключик так, чтобы была возможность выстрелить. Либо мелочь какая-то, либо если крупные борта проходят, ну как-то за пределом видимости даже луски не видно. Ну ничего, еще пару мест попробую. Все-таки надеюсь на то, что удача повернется ко мне стороной сегодня. А вот одна из лежек, на которой еле заметно проплыл карп. Но я об этом узнал уже дома, когда пересматривал видео. Такое иногда бывает. Может что-то с погодой или другие факторы, известные только одной рыбе. Она явно показывает свое присутствие, ее хорошо слышно, но проходит за пределом видимости и не получается ее добыть. На этой охоте я потратил 8 часов. Нырял в разных местах с разными условиями. Но картина была везде похожа. Рыбу нахожу, взять не получается. В общем, через 8 часов, когда уже и аккумулятор сел в камере, можно сказать, вымучил одного сазана и поехал домой отдыхать.
Подводя итог этой охоты, я бы хотел донести до вас, друзья, что часто бывает так, когда не получается достичь результата в виде трофея. Но в таких условиях главное не огорчаться, а наоборот радоваться проведенному времени на природе и помнить, что это была хорошая тренировка, которая впоследствии принесет свои дивиденды. Ну а сейчас обещанный рецепт. Силой монтажа мы переместились из Запорожья в Днепр. Здесь, на берегу, одно из моих любимых мест в такой обстановке, я вам покажу, как быстро приготовить из нашего сазанчика, которого мы, можно сказать, замучили в Запорожье, балык. Это так просто, быстро и так вкусно, соизмеримо там со осетром, даже в какой-то степени может быть похоже на семгу. В общем, меньше слов, больше дела. Приступаем. Нам понадобится всего лишь сахар, соль, укроп, какая-то емкость для того, чтобы замариновать этот балык, разделочная доска, нож, ну и, конечно же, сазан. Балык из нашего сазана мы будем делать на коже. Это очень удобно. Впоследствии, как мы привыкли, скажем, из семги срезать кусочки мяса, они удобно очень отрезаются, когда мясо именно с кожей просолено. Поэтому сейчас мы нашего сазана срежем чешую, не почистим, так как многие привыкли, а именно срежем. Может, кто не знает, сейчас покажу, как легко, быстро делается этот способ. Для этого берем обычный нож и такими вот поступательными движениями загоняем его под чешую и сверху вниз прорезаем. На самом деле ничего сложного нет, это очень быстро, удобно. Когда-то посмотрел это в интернете, попробовал и всегда делаю только так. Наш сазанчик не крупный, такой в районе 3,5 до 4 килограмм. Вот. Вообще-то желательно балык делать из сазана размером под десяточку. Говорят, он побольше. Таких сазанов в этом сезоне еще не попадалось. Но я обязательно попробую. И не сомневаюсь в том, что из крупного сазана и балык будет поприятней. Филе будет засаливаться вот в таком контейнере у меня. Поэтому я сделаю сейчас 2 куска, примерно подходящим под размер к этому контейнеру. Неспешно делаем первый надрез продольный, где-то чуть-чуть ниже боковой линии сазана. А второй вдоль позвоночника. Придерживаем за голову. Нож должен быть острый. Вот так аккуратненько. Все, теперь отрезаем здесь и вдоль головы. И начиная с спины, потихоньку подрезаем его и идем вниз. Вот, кстати, есть один момент, касающийся и рыболовов, которые ловят, не покупают рыбу, а именно ловят свежую, настоящую рыбу. Для того, чтобы мясо было не таким красным, надо дать возможность стечь крови. Для этого есть очень хороший способ. Своим знакомым я его советую. Я вот, например, когда стреляю рыбу, допустим, сазана, я куканом ему прокалываю жабры несколько раз. И пока сазан еще там живой, во-первых, он быстро умертвляется, а во-вторых, через жабры стекает большое количество крови. И мясо получается чистым. Вот смотрите, оно практически без крови. Вот, это и для жарки приятнее, и, ну и тем более для засаливания, когда у нас балык употребляется в пищу просто вот в просоленном виде. Все, один кусок филе готов. Вот такой. Откладываем его в коробочку. Кто следит за моими постами в Фейсбуке и в Инстаграме, наверное, уже видели подобные кусочки. Вот, поэтому понимают, что я вначале попробовал, а теперь уже показываю всем. Раз. Теперь, значит, я приготовил пропорцию из 3 столовых ложек соли и 1 столовой ложки сахара. Все это мы перемешиваем и закладываем в нашу емкость. И быстренько нарежем укроп. По оригинальному рецепту он придает какой-то пикантности, погашает, может быть, в какой-то степени запах речной рыбы. Не могу с этим спорить, потому что каждый раз добавлял и всегда чувствовалась какая-то вот такая, может быть, изюминка от этого ингредиента. Единственное, кроме этого, я больше не добавляю ничего. Можно там баловаться со всякими специями, у всех свои предпочтения. Пробуйте. Я это делаю
Точно так же, как я солю семгу, только вот единственное добавление это укроп. Все. Укроп готов. Отправляем его в посуду в нашу. Все это тщательно перемешиваем. Вот как раз 3 столовых ложек соли и 1 сахара и полпучка укропа достаточно для этого блюда. И тщательно обволакиваем наши кусочки. Вот таким образом. Вниз и вверх. Один. Теперь второй. В общем, вот в таком виде, друзья, это все сейчас переместится ровно на 1 сутки в холодильник. И вы увидите, что из этого получится на выходе. Ну вот, прошли сутки, наш балык готов. Аккуратно сейчас нарежем его и проведем дегустацию. Нарезаю я вот так вдоль, для того, чтобы косточка, которая располагается вот здесь посередине, не попадала в кусочки вообще. При таком нарезании схожесть с семгой или с осетром вообще очень близкая. Самое время провести дегустацию с черным хлебом, с маслом. Должно быть самое то. Мясо нежное, в меру плотненькое. Соль, сахар, все отлично. Укроп я убираю, я его смываю, потом протираю сухой тряпкой и храню в контейнере по мере того, как мы его съедим. Очень вкусно, реально очень вкусно. Всем советую, приятного вам аппетита. Новых зрителей я хочу попросить подписаться, нажать на колокольчик и разрешить своему устройству присылать уведомления. Только так теперь можно считать, что подписка состоялась и мои новые сюжеты будут доступны для вас. Ну а на сегодня все, скоро увидимся.